Друзья, всем привет, с вами Никита. И мы продолжаем спасать свою задницу. О, верховая езда. Ой, а что это нам? У нас раскладка изменилась, да? Так, это у нас васт, рысь, основной, аллюр лошадей, капслог. Как дает вашей лошади возможность восстановить силы. С плюс левый shift. Enter идеально сочетает быстрый темп с выносливостью лошади. Два раза левый shift, галоп, самый быстрый, аллюр лошадей. Левый shift. Ваша лошадь умнее некоторых людей и будет следовать вдоль маршрута, если вы отпустите поводья. Просто перейдите на кентер и не управляйте ей. Это удобно. Так, шкала выносливости лошади. Если мы попытаемся ее пришпорить при малой выносливости, нас могут сбросить. И галопирование может также расходовать мою выносливость. Так. Ой, там людишки. Простите, но мы ничем не можем вам помочь. Как сесть-то на нее? Че? Ой, че? Икс. Угу. И теперь бежим. Ну-ка, если я просто отпускаю. Она едет сама. Это очень здорово. Итак, у нас появились цели. Во-первых, отомстить тому лысому мудаку. Это моя ляжка. Не трогай мою ляжку. Мы сейчас сами должны будем, да, скакать от них? Ой-ой-ой. Я не хочу оглядываться назад. Ай! Опа! Так, что-то про определенную точку я не могу читать, я немного занят управлением этой лошади. У меня кровоточит нога. Налево вдоль ручья. Окей, туда. Спасибо, что подсказал, мне так бы я скакал дальше. Так, блин. Зачем я оглянулся? Ну, я наивно полагал, что они меня отпустят. Зачем? Я же им не нужен. Так, отвлеки их, пожалуйста, а? У меня кончается выносливость. Это плохо. Лошадь моя устала. Ладно, я так. Давай, быстрей. Останавливайся. Оп. Ух. Черт, они злые. Так. Первое, что я понял, что локации здесь, похоже, очень большие. Либо мы бежим с одного конца карты на другой. О, я вижу крепость. Мы не будем оборачиваться.
Ну, помогите же кто-нибудь. Hey! And loose! Ну, нечего стрелять, это животное на коне мне в ляжку попало, а вы просто стоите. Ну, нас спасли. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. А теперь вытащите ее из меня. Who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the A ground? huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. I don't know. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Ну, а мы потеряли сознание. А нет, очнулись быстро довольно. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Не, ну давай еще с ноги нас пихни, а. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz Не blacksmith. Индриж, I а know him. Генри. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir.
к нам очень хорошо относится. Видать, наш батя был довольно известным человеком. И это приятно. Это просто приятно. По крайней мере, нас не будут держать в хлеву. Я узнал, где моя постель. У меня есть своя постель. Пекарь. Блин, сколько разных торговцев тут. Турки иногда долго прогружаются. Ой, я на частной территории. Не-не-не-не-не-не, простите. О! Что со мной? А, мне надо поесть. И, похоже, мне надо отдохнуть. Ладно. Куча разных ключей. Меч пана Рацика Кобылы. Круто. Рогалики. Надо съесть рогалики, пока они не испортились. Съесть. Есть. Ну, яблоки съедим тогда. О, мы лечимся сразу. Блин, это нам особо не помогает. Ладно, оставим пока 3 яблока. Я узнал, где моя постель. Тут, что ли? Карта? Ого. Это я, да? Моя постель. Ладно, карта тут, похоже, очень большая. Это здорово. Мы были здесь. Это, если я правильно успел заметить, точки быстрого перемещения, да? Это новое занятие. Неисследованное место. Ага. Круто, вопросики как в Ведьмаке. Да здорово. И рисовка прикольная. Ладно, мы устали. Мы устали. Ага. Пекарь. Damn! Подвинься, солдатик. Мне нужен пекарь. Как только я отдохну, мне понадобится еда. Где этот чертов пекарь? Очень сложно. По крайней мере, мы не на частной территории, а еды тут нет. Да я уже догадался, что я проголодался. Подвинься, женщина. Куда, Про? Туда, куда ты не даешь мне пройти. Не, подожди, я не буду с тобой пока говорить. О, во. Это похоже на корчму, да? Корчму, в которую я почему-то не могу войти. Как было удобно, когда обо мне заботилась маман, да? Ладно. Пойдем на поиски нашей кровати. Здесь? Обожди чутка. Вот она, да? О, у нас какой-то появился значок новый. Что он нам дает? Место для чтения. Ага, тут мы можем читать. Здорово. Спать? Ты не можешь задерживаться, нет времени. Черт. Ладно. Задание. Есть еще. А, или это вон то вот вдалеке, да? Ага. Ладно, поговорим с мужиком.
You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. I heard Damn about it, your my father. stomach hurts. They say he was a Right. swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. Я и собирался пойти на I кухню can't поесть. understand why he'd waste his talents, but I'm sure he had his reasons. He had a fine I have reputation. to eat something. It's a great My loss. insides are shriveled up with the hunger. Новое знание кухни. Ah, milady. You're fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bozhena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes. Thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. Да, нам предстоит еще учиться грамотно говорить. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Я бы еще одежку простернул, если честно. Новое знание. Продукты питания. Ешь. И в сторожку во дворе. Не забывайте о голоде. Чем дольше Генрих не ест, тем слабее он становится. И ему даже может умереть от голода. Разная еда обладает разными свойствами. То есть яблоком вы не насытитесь так же, как и уткой. Блин. Воу. Да, я понял, что я голодный. Не будем повторять ошибок прошлого. Спасибо, очень вкусно. Я, пожалуй, возьму все. Меня ж просто так отсюда не отпустят, да? Наверняка за свою доброту они что-нибудь попросят. Какую-нибудь там услугу. Возможно, я даже стану их воином, там, стражником. Может, меня выгонят. Меч у нас есть. Хороший меч. Батя мой сам сделал. Ладно, еда. Съедим пюре. И все, только половинка? О, сыр хорошо удаляет голод. Блин, голод удаляет хорошо, вот изнурение добавляет. Это мы типа засыпаем так еще. Максимум реализма. Ладно, поспим. Если вы устали, ваша энергия и красноречие тоже уменьшаются, вам поможет сон. Найдите подходящую постель, которую вы узнаете по значку на компасе. Сядьте на нее и приготовьтесь ко сну. И укажите, сколько времени вы будете спать. Ух ты ж! Какого тут... Ты развлекать меня пришла? Не пугай меня так больше. Иди отсюда. Молодец. Так, спать. Сколько времени ты хочешь отвести на сон? Сейчас ты не можешь больше спать. Ладно, давайте... О, энергию до 100 поднимем. 8 часов сна
Здоровый сон здорового человека. Проснемся примерно под утро. Судя по этой загрузке, доспать нам не дали, да? Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Мне же сказали ботинки снять. Дурья ты башка, а? Ну уж реально кузнец, сын кузнеца. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. Напоить меня хочешь, старая It's женщина? just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Ну и сейчас мы будем говорить, да, с ней. Может, репутацию свою поднимем? Ладно, давайте расскажем ей на беге. Почему я не могу говорить об этом? Ладно, давайте расскажем. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. О, время? Давайте A продолжим. fellow by the name of Kunesh owed money to father, who sent me to collect it from him. Only Kunesh had no intention of paying. It got a bit heated, as often happens when there's money involved, but Kunesh still wouldn't cough up the coin. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel like that buy on credit. Oh. Успех, это круто. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. Так. Ой, она гораздо сильнее нас. Ой, The быстро. sword was taking shape when Sir Radzig himself came to have a look at it. He praised father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. Опять But успех. Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. Давайте попробуем, 2-2, давайте, я увидел I дым. saw smoke on the horizon from a village Sigismund pillaged on the way to our town, which was soon to meet the same fate. God have mercy. And then death descended on Skalitz. Ой-ой-ой. Так, жители Скалицы пытались укрыться. The gate to the castle was open. The bells and horns sounded the alarm, and the villagers ran to the castle to take cover. They were carrying the few possessions they could grab in haste, and I saw the terror in their eyes. I can't even imagine how awful it must have been. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle.
Угу. И дальше. Давайте расскажем про половцев. I wasn't safe yet. The humans were going from house to house below the castle, looting and then torching them. They encircled the castle, and it was clear they could spot me at any moment. May God punish them. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of human savages who planned to violate her. Не будем лгать ей. Скажем правду. I wanted to help her. God knows I wanted to, but... Even though I had the sword we made for Sir Radzig, they had me outnumbered and they were well armed too. I only just managed to grab one of their horses and ride off. I couldn't help her any more than I could have helped my parents. It wasn't your fault. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. А еду-то оставь. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Ну вот, она забрала еду.
Новое знание. Жизнь женщин в Средневековье. Move in, people! Come on! Come on! Running out of time! Quickly! We have to close the gates! You can't go back! Henry, help us! Help us, son. Don't be a coward. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. И раз еще и дикое чувство вины добавилось. Иди на стену по лестнице у ворот. Взять факел. Если тебе нужен свет ночью, то воспользуйся факелом, удерживая... И? Это удерживать надо. Что-то палка. Один. Если же захочешь оставить левую руку свободной, например, для щита. Угу. Ой, это мы не хотим открывать. Так. Давайте мы возьмем факел. Вот сюда. Да? Какая кнопка отвечает за факел? Параметры управления. Что за буква И? Бросать оружие ближнего боя. Нарядить. О, светло. Открыть замок? Нет, значит нам не сюда. Вот это понимаю, темно так темно. Дождь. Мне на стену, да? Туда. И правда, мужик думает, что я в этой темноте хоть что-то увижу. Я на частной территории. Ладно, быстро пробежим. Да куда же мы? What are you doing here? Get lost or you'll have me to reckon with. А, What are you doing here? прости, я уже ухожу. Мужик, я заблудился. Ну давайте попробуем подойти сюда. А. Ага. Вот оно что. Иди на крепостную стену и поговори с сотником Бороком. Мужики, вы должны следить за округой, а не между собой болтать. О, и ты тут. Ладно, давай, Борок. Что случилось? What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmud in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund
Said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And Sir Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. А от меня-то что надо? Чтобы я людей опознал? Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robert? Sir Radzig, what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people, too. These are dark times. Move out! Deliverance, people! Move out! It's only a short way to Ratai now. Так, ну люди из нашего родного городка спаслись, это уже радует. Наш главный герой хоть дурачок. Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people now he knows they've fled. Keep your eyes peeled and report everything to me at once. Understood? Так, мы опять голодные. Уже нам нужно дохренища еды. I need to have a word with you. Сколько можно говорить? Да, могу помочь. What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch on the battlements with my men? Is that a request or an order?
I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. I'll have Ну, to get как я something и to думал, eat. I'm starting to get hungry. нас припахали. Держи корову. Что делать-то? Там не видно нифига. Так, мне говорят, что у меня навыки повысить. О, да, вон 2, 3, 56. Нормально. Ого. Сколько всего. Позволяет вам накладывать повязки. Угу. Больше держаться без пищи, но голод бьет нас сильнее. Запах мужика, обоняние. Ой, обоняние увеличивается на 50% при разговоре с женщинами, если вы в грязи. Спасибо. Так, радиус быстрого перехода. Ага. Выросли в бедность, так что удобные постели вам не нравятся. Чем хуже постель, тем лучше вы спите и наоборот. Не, мы будем великим воином. Давайте качнем. А мы можем качнуть? А, или у нас есть? Ага. Ой. Минимальный уровень. А, ну все, это мы уже не можем. Давайте возьмем лазутчик. Ой, не, еще не все. Игрок. Ила. А что, мы еще что-то можем, что ли, взять? А, или это просто раскрыть? Ладно. Ила. Как скала. Успешное блокирование ударов противника будет стоить вам меньше выносливости. Перенос трупов у людей без сознания не тратит вашу выносливость, а также они будут казаться вдвое легче. Давайте возьмем как скала. Все-таки мы воин, а не какой-то там могильщик. И у нас красноречие прокачанное. Но тут нужен минимальный уровень 4 везде. Жаль. Бой. Ого, сколько всего у нас. Очки навыков бесконечные, интересно. Или как оно тут? 1, 0. Так. 0, 1. Фигня, фигня. А что, нас скалиться меньше любить стали? Странно это. Ладно. Ну, патрулируем. Я патрульный. Я великий патрульный. Ну-ка, что там? I feel quite hungry. О, кто-то ходит. Ты кто? Ой, там кто-то ходит. Стражники, наверное. Я великий патрульный, меня не застать врасплох. А, наш мужик. Так, там патрулируют, отлично, ладно, будем патрулировать в эту сторону. А ну, покажись. О, привет. Ты за мной? Я даже вдоволь не попатрулировал. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. I feel quite hungry. Если вам необходимо дождаться чего-нибудь, вы можете переждать время. Нажмите «Я» и укажите, сколько вы хотите ждать. А «Е» нажмите «Т». Но будьте осторожны, когда вы ждете, усталость, голод накапливают. По-моему, он хочет меня обмануть. Потому что я великий патрульный. А ну кыш. О, прикольный щит.
Да-да. А так, а что, тут никто не патрулирует? А ну-ка, отвечайте. Даже он там туда патрулирует. Интересно, это был серьезный совет? Так, а отсюда можно свалиться? Наверняка можно. Не будем пытаться. Так. Это, похоже, механизм ворот. Опа, мы на частной территории. Есть. Опа. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Если вы воруетесь, убедитесь, что вас никто не видит. Даже продать краденое будет не так просто. Вам сойдет с рук продажа краденого яблока. Но если вы укроете цены и торговцы опознают эту вещь, скоро об этом будет знать вся округа. Старайтесь продавать украденные вещи как можно дальше. I feel quite hungry. Крестьянский лук. О, лук из орешник. Открыть. Украсть все. Ну вот, так-то лучше. А это нельзя взять? Ладно, пойдем отсюда. Я великий патрульный, который вооружен теперь еще и луком. Давайте попробуем. Ага, сохраниться как же. В этой игре и сохраниться. Ладно, давайте обождем. Сколько нам ждать? Давайте вот 1 час. Там уже наступит утро. Опа. Светает. А дальше-то что? Никто не хочет сменить великого патрульного на моем посту. I feel quite hungry. Это ж что получается? У меня 100% удачных патрулей. Наш стражник. Наш стражник. А ты наш стражник. Ты, похоже, наш стражник. Блин, что, еще надо часик отдохнуть? Давайте еще часик отдохнем. Ну, давайте до 7 утра отдохнем. О! А? Что происходит? Кто гудит? Я ничего не вижу. Поводов для гудения нет. А нет, похоже, повод есть. Я тут один, чё орёшь на меня? Ай, что происходит-то? See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard.
Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Skalitz and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzig Kobyla, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzig of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzig is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Radzig Kobyla is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzig Kobyla is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Максимум дипломатии. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. О, у нас одежда постиралась, кстати. Здорово. А разве я не дикое палево? А? Похорони своих родных скалитов, поговори с паном Бороком. Заполучи лошадь. Наверное, мы можем убрать факел. Ай, блин. Кровь осталась. Так, пан Борок. What is it? Good day to you.
Мне нужно попасть в Скалицу. Sir Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Угу. Мы не думаю, что сможем его особо убедить силой. Давайте попробуем опять вот эту штучку. Sir Robard, my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad. Sure. But I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change his mind. Ладно, зачем Сигизмунд разграбил мой город? Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. Так, чего хочет Сигизмунд? What happened in Kuttenberg? Kuttenberg? Well, I'm just a simple soldier, but the good lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair, him and Wenceslas's cousin Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? Наверное, вот так. Because it's a fertile place with full granaries that could feed Sigismund's troops? That's not it. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Ладно. А по поводу половцев? Where did these humans come from anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. Ладно, пойдем. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Опять проголодался. Папа, капустка? Капустку хочешь? Ну-ка, хрусти капустой. О, ресталищ. А нам это дает ничего. Купил. Да, наша задача. Выберись из замка. Ладно, выберемся. Я думаю, будет довольно легко. Но сначала мне нужна еда. Где вот кухня-то у них была?
Вы что, закрыли кухню? Нет, вот она. Эти все едят и едят. Так. Это все я буду красть. Ладно, женщина. Давай поторгуем. Это один стоит 3,3 или 20 штук стоит 3,3? Ух ты ж, ё-моё. Да, нафиг. О, вино я могу просто взять. I could do with a bite to eat. Сыр. Так, хлеб. Простой замок. Она ж меня видит, да? Ладно, не будем ничего красть тогда. Мне нужна еда. Я прям в какой-то survival играю. У вас тут есть еда? Кто бы ты ни был, ты спишь. Не просыпайся. Опа! Ай. Ой, ты не храпи, а? Как можно без еды тут в комнате жить? Так, это скрывать. Скрывать мы не умеем. По-моему, для этого нам нужны отмычки. Так, комната его жены. Сомневаюсь, что тут тоже можно найти еды. Итак, мой первый совет всем, кто будет начинать играть в эту игру. Наворуйте еды из дома, пока вас там никто не видит. Привет. А моя комната? Где у вас тут склад? Скажите мне, пожалуйста. Так, ты идешь с ведром оттуда. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. У тебя нет отмычки. Я эту еду дольше искать буду. Сейчас опять проголодаемся. Ладно. Идем на крайние меры. Как нам говорили, мы можем сохраняться на кровати, да? Без использования этих сывороток, или как их там зовут? Закраденная. Спасительный шнапс. То есть, если мы сядем... Спать. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Поспим до 9. Мне просто интересно, игра сохранится же, да? О, игра сохранена. Отлично. И теперь мы попробуем провернуть мега дело.
feel quite hungry. Мы, конечно, вроде бы хороший человек, да? Кузнец, сын кузнеца и все такое. Но жрать-то хочется. А не заметила? Ну, там, смотрите, оно то же самое. Так. Что еще есть? Лучший. Давайте пока не будем оглушать повариху. Мне кажется, она не очень обрадуется такому повороту событий. Ну что, тогда мы... Винишко. Целебное действие. Дальнобойные стрелы. Целебное действие 10. Урон меняется. Пища. Давайте мы... Не знаю. Пока этот сыр уже начинает портиться. Яблоки начинают портиться. Так, съесть. И съесть. Эти подпорченные яблочки чутка. И чутка подпорченный сыр. Все, мы это съели, мы молодцы. Предлагаю нам сохраниться вот таким вот интересным образом. Таким вот долгим интересным образом. И на этом мы закончим нашу серию. В следующей серии, я так понимаю, мы будем пытаться пробраться в наш родной город, чтобы похоронить родителей. И может поживиться там чем-нибудь. И по-любому найдем приключения на свою кузнечную задницу. А пока, спасибо, что смотрели меня. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока.